Привет, не волнуйтесь, я не меняю формат канала. Просто AI сейчас из каждого утюга. Нейросети изменят мир, поработят человечество, лишат работы и так далее. И я не хочу сегодня говорить о будущем. Я хочу поговорить о настоящем. О том, что можно делать с этой технологией прямо здесь и сейчас. Как это делаю я и стоит ли нам волноваться. Многие из вас знают меня как музыканта, преподавателя и автора этого канала. Но у меня есть другая, основная работа. Я занимаюсь созданием IT-продуктов. Несколько лет назад я был частью команды из 7 человек, которая придумывала и запускала в России проект, который вы все знаете под названием Авито. Сейчас я совладелец и создатель системы управления проектов Agile, ну и еще много разной деятельности. Ни один из этих проектов не был бы возможен без потрясающей команды разработчиков, менеджеров, маркетологов. Моя роль в этих проектах всегда была одной и той же. Я человек, который придумывает, как это должно работать. Проектирую логику, рисую дизайн, придумываю пользовательский опыт. Но вот в чем суть. Я никогда не был программистом в классическом смысле. Моими инструментами были идеи, схемы, дизайн-макеты, а для воплощения всегда требовалась большая и сложная командная работа. И это был закон до недавнего времени. Нейросети меняют этот закон. Они дали мне, автору идей, новую суперсилу, возможность быстро проверять гипотезы и самостоятельно создавать продукты с нуля. И сегодня я покажу вам, как это работает. Поделюсь всяким личным. Как я, человек из мира больших IT-продуктов, музыкант, но не программист, использую нейросети в своей музыке, в своей жизни и в создании совершенно новых инструментов. Начнем с музыки. Канал ведь об этом. Признаюсь, я не использую музыкальные нейросети очень часто. Но для некоторых задач это реально чит-код. Я в основном использую разделение на стемы и генерацию музыки для сэмплирования и создания вокала. Помните, еще, наверное, лет 5 назад отделить инструменты из готового трека казалось какой-то фантастикой. А сейчас это делается в пару кликов. Качество, конечно, не идеальное, но клепать бутлеги и всякие ремиксы стало сильно проще. Разделять можно много где. В основе кучи коммерческих продуктов, в том числе и Logic, куда это на днях завезли, лежит бесплатная и даже open-source библиотека, и я разделяю ей на стемы вообще в терминале. Спасибо нейросетям, что научили. Но иногда я для этого использую монтажку DaVinci Resolve, в котором, кстати, смонтировано и это видео. О DaVinci я упомяну еще чуть позже. Теперь о генерациях. Я не генерирую целиковые треки. Я прошу нейросеть создать мне, например, соло на саксофоне или на родосе. Или прошу вообще какую-то экспериментальную музыку создать. И потом я это нарезаю, сэмплирую, ищу интересные ходы, которые можно развить. Короче, я использую это как такой большой источник вдохновения. Но самое интересное — это вокал. Сначала с помощью одной нейросети я итеративно пишу и улучшаю стихи на какую-то там важную мне тему, а потом прошу другую нейросеть спеть его, причем с минимумом инструментов. Почти как акапеллу. Дальше обработка и готово. Если вы слышали, например, мои 2 последние эпишки, то да, там все вокалы нейросетевые, поющие мои тексты. Я не буду сейчас как-то особо сильно задерживаться на нейросетях в музыке. Видео обзорное, поэтому пишите в комменты, если вам интересна эта тема и хотите побольше узнать, как я с этим всем работаю. А вот теперь начинается самое сумасшествие. Переход от музыки к коду. И я хочу подчеркнуть, я не программист. Мои знания — это уровень школьной информатики. Хотя я лет 20 работаю в связке с разработчиками. Все началось с проблемы. Когда я перешел на MacBook с M-процессором, моя любимая программа для конвертации аудио перестала работать, она была только под Intel. И я не мог найти ей замену. Ну еще с похожей проблемой ко мне обратился знакомый лейбл. И я подумал, ну есть же нейросети. И я первый раз в жизни запустил Xcode и стал объяснять нейросети, что мне нужно. И мы вместе, я как автор идеи и она исполнитель, создали программу-конвертер. И он экономит лейблу кучу времени, и мне тоже. Это был прямо переломный момент. Я понял, что теперь ограничен не знанием кода, а количеством идей. И я пошел дальше. Например, я уже сделал несколько аудиоплагинов. Помните, в одном из видео я собирал DSR в кардинале и в Bitwig Grid. Теперь это удобный плагин для Mac и Windows в форматах VST, CLAP и AU. И да, AI научил меня компилировать даже под Windows. Но о создании плагинов я запишу отдельное видео. И раз у меня появилась такая новая суперсила, я начал создавать инструменты, которые решают как мои собственные проблемы, так и проблемы других людей.
Например, я сделал бесплатный веб-сервис для нормализации треков по воспринимаемой громкости по самой громкой части. Для диджеев это вообще незаменимая вещь, чтобы не крутить ручку гейна на каждом треке в клубе. Закинул, получил файл, все звучит ровно. Вторая опция там — это обычный integrated loudness. Причем все происходит локально на вашем компьютере, и файлы никуда не отправляются. Сохраняется только количество сконвертированных файлов. Кстати, пишите мне в директ в телеграм-канале, если найдете баги или будут какие-то идеи. Но самый мой любимый проект — это телепромптер. Я перепробовал десятки программ телесуфлеров, и мне ничего не нравилось. В итоге я сделал свой. Получилась обычная веб-страничка, но под капотом магия. Тут можно задать не просто скорость автопрокрутки текста, а ваш темп чтения в словах в минуту. И все настройки будут под него подстраиваться, что бы вы ни меняли. Он автоматически делает паузу в нужных местах, подсвечивает начало слов, чтобы мозгу было легче читать. Это, кстати, такой хак для мозга. Короче, все направлено на то, чтобы не было видно движения глаз по экрану, когда им пользуешься. А вот это код этой странички. Я не написал ни строчки, но придумал, как это должно работать. Штука получилась настолько мощной и удобной, что заслуживает отдельного подробного разбора. Я запишу про это видео отдельно от своих основных видео на канале, где я расскажу там все фишки и процессы создания. И опять-таки, пишите в комментарии, интересна ли вам тема нейросетей в этой области. Может быть, даже я отдельный канал заведу. Я довольно глубоко в теме и даже занимаюсь консультациями на тему нейросетей. Окей, инструменты — это круто, но нейросети помогают мне и в ведении этого канала. Иначе я бы просто не успевал выпускать видео каждый четверг, а иногда даже по воскресеньям, имея еще работу и семью. Так вот, я довольно-таки давно преподаю, и у меня есть гигабайты записанных моих лекций по звуку. Я их все скормил нейросети, и на этой основе составил контент-план для своих видео на год вперед. Нейросеть вытащила все нюансы и детали, пусть даже я случайно это цеплял на лекциях. Понятное дело, что я еще и там курс обучения получил классный на этой основе, и еще много чего, но это тоже отдельный разговор. Более того, теперь ведь у меня около 60 комментариев к уже выложенным видео. Я их загружаю в нейросеть, даю тему нового видео вместе с моей лекцией на эту же тему, и она пишет мне синопсис и первый драфт сценария моим же стилем. Я его, конечно, потом редактирую, дополняю нюансами и своим опытом, но это экономит мне десятки часов. Даже это видео с помощью нейросети создано. Заметка от Ильи Монтирующего. Я заморочился и посчитал, что на этом конкретном видео я сэкономил около 6 часов. Теперь о монтаже. Распознав нейросетью текст из сырого видеофайла из камеры, со всякими оговорками, запинками, другая нейросеть формирует из этого финальный текст, который я загружаю в DaVinci, и он автоматом на основе этого текста монтирует финальное видео, вырезая все неудачные дубли, но оставляя их на таймлинии. Цветокор у меня уже почти готов, спасибо всяким color-чекерам, а дальше буквально одной кнопкой DaVinci создает идеальные русские субтитры. Потом я прошу другую нейросеть перевести их на английский, сохранив тайм-коды. И делает она это просто охренительно. Однажды я сказал на видео вот такую фразу: «Фарш невозможно провернуть назад». И она перевела это как «You can't unscramble an egg». Представляете уровень понимания контекста и качества? Ну, еще в DaVinci кучу AI-инструментов завезли. Например, вот эту фразу я говорю не своим голосом. Прямо там можно натренировать голоса. С Ютубом понятно, но есть еще и уютный телеграм-чат. И чтобы мне там не сидеть 24/7, у меня есть два нейроассистента. Первый — это узкомензурный GPT, который отвечает всем участникам на вопросы по теме музыки и звука. Может даже прислать тайм-код из моего видео, если зададут вопрос, про который я уже рассказывал. Под капотом топовая нейросеть, доученная инструкциями и какими-то моими знаниями. Второй бот — это нейроадмин. Он постоянно читает чат и анализирует эмоции в чате, а не запрещенные слова. Если градус беседы накаляется, он шлет мне в личку предупреждение. Хотя может даже и залочить чат, если в этот момент я, например, сплю или за рулем. Также он расшифровывает голосовухи в чате и сразу делает из них короткую выжимку для экономии времени. Ну и еще много чего. В общем, крутые получились ассистенты для администрирования чата. Я тоже сделаю об этом отдельный видосик, расскажу, как эти боты устроены, как я это сделал и как они мне помогают. А еще я работаю над заменой себя в Телеграме, но это вообще космос и отдельная тема. Итак, к чему я это все?
Разделение на стемы, написание кода, создание плагинов, управление сервером с нуля, изучение иностранных языков, структурирование жизни, личные помощники и ассистенты, ведение канала, советы по выбору новой машины, мелкому ремонту текущей, да даже помощь с пересадкой вот этой пальмы за моей спиной. Нейросети стали моим вторым мозгом, как такими ассистентами по жизни, которые позволяют экономить время. И я ведь еще далеко не все перечислил, что я с ними сотворил, просто не хочется делать видео слишком длинным. Я уверен, что через пару лет нейросети смогут запрогать нам вообще что угодно. Но пока что они не могут предложить идею, прочувствовать боль пользователя. Не могут пока задать вопрос, а что если... Хотя, мы ведь все уже слышали этот вопрос. Сможешь ли ты написать симфонию? Рано или поздно, скорее всего, сможет и идеи генерировать, и гипотезы проверять, но, надеюсь, мы к этому будем уже готовы. А сейчас пока идеи создаем мы, люди, а нейросети — это самый мощный инструмент для воплощения наших идей, который когда-либо был у человечества. И я считаю, что волноваться стоит не из-за того, что нас заменят. Я вообще думаю, что скоро мы доживем до такого шильдика «сделано живым человеком». Мне кажется, что волноваться стоит из-за того, что можно упустить невероятные возможности, которые открываются прямо сейчас, и не успеть запрыгнуть в этот стремительно несущийся поезд. Нейросети невероятно экономят время. Вы считали, сколько раз за видео я это сказал? Время — это единственный невосстановимый ресурс. Время и внимание — это самое ценное, что у нас есть. Хотя жизнь на первом месте, конечно. Это видео — верхушка айсберга. Я хочу запустить им серию видео, где рассказывал бы про нейросети. Как использовать в музыке, да и в жизни. Эдакий сайт-проект этого канала. Если вам интересно про это послушать, про нейросети и видеть, как это работает на практике, и, возможно, начать самим использовать, запрыгивайте, подвезу. Ну а на этом у меня на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.